Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про долгожданный автофокусный светосильный объектив от TT Artisan 56 мм f1.8. Я уже рассказывал ранее на канале про их прикольный блинчик 27 мм f2.8, который, в общем-то, может быть местами и не идеален, но на самом деле за свой прайс очень даже хорош. Опять же, он стоит всего лишь 150 баксов, у него есть автофокус, который не то чтобы там супер быстро фокусируется, но вполне неплохо, вполне точно работает, по крайней мере, на Никоне. Вот на Никоне я крупно там его тестировал, и мне нравится это фокусное расстояние, потому что 27 мм в эквиваленте это получается, ну, по углу обзора как 40 мм, оно достаточно удобно для каждодневного использования. Ну и с резкостью там вообще все в полнейшем порядке. Единственное, что мне так уж ощутимо не понравилось, то, что он не очень близко фокусируется. То есть прям чего-то около макро какого-то любительского там особо не поснимаешь. Это немножко проблемой бывало иногда для меня, но в целом объектив классный. Ну а в самом конце прошлого года я также еще тестировал их новый тоже светосильный автофокусный объектив 35 мм f1.8. Ну это типа получается как примерно около полтинник, ну 52 мм в эквиваленте, это получается, в общем-то, полтос. Из такой же серии, как вот наш сегодняшний герой, как и 56 мм f1.8, они даже внешне похожи, у них одинаковый там диаметр светофильтра, дизайн одинаковый, они, в общем, ну, типа прям почти одинаково выглядят, ну, внешне. И, честно признаюсь, 35-ка мне от них не очень понравилась. Она, конечно, не ужасная, опять же, за 150 баксов мало кто вам может что-то подобное предложить. Резкость у этого объектива в центре хорошая, боке на открытой диафрагме достаточно приятная, полностью металлический корпус, опять же, ну, в общем, много плюсов, но и также ворох разных проблем, которые там тоже были. Это ловля бликов при каких-то точных источниках освещения довольно такая ощутимая. Детализация ближе к краям уже прям довольно сильно слабеет, и при этом она, ну, не дотягивает до центра практически на любой диафрагме. То есть ты хоть закрывайся до скольки угодно, f8, f10, у тебя все равно края довольно слабые на этом объективе, что мне не очень понравилось. Ну и опять та же самая проблемка была, что у 27 мм он не очень близко фокусировался, потому что там минимальная дистанция фокусировки 60 сантиметров, что для около полтинника вообще довольно далеко, потому что даже полнокадровые полтосы, они там, ну, 40-45 сантиметров где-то фокусировка у них, минимальная дистанция фокусировки. Здесь же прям, ну, прям супер далеко, и, ну, вот это мне не очень понравилось. Но вот сейчас мне мои друзья из TT Artisan прислали самый свежий вот из этой серии объектив, про который мы сегодня будем разговаривать, 56 мм f1.8, что в эквиваленте получается, ну, типа классический портретник 85 мм, ну, по углу обзора опять же. Но я решил выпендриться и постарался его как раз использовать в основном не как портретник, а как какой-то объектив на подхвате, который мне мог пригодиться, когда, допустим, мне требовался чуть более узкий угол обзора, чуть более узкая какая-то картинка, что-то чуть-чуть приблизить, какую-то деталь выделить, вот что-то в таком ключе, потому что, ну, у меня он просто, ну, две камеры было в руках, по сути, одна, собственно, в руках, да, с более широким углом, и я там что-то снимал такое там каждодневное, и также у меня еще на крепеже Peak Design, тут на ремешке болталась камера, на которой как раз был нацеплен 56 мм. И вот этот новый 56 мм от TT Artisan меня прям, ну, реально порадовал, я снова уверовал в то, что можно за очень скромный прайс сделать что-то вполне себе хорошее и даже иногда прекрасное, потому что цена у него те же самые примерно $150, там, ну, плюс-минус. Ну, если после обзора вам будет интересно с ним знакомиться, там характеристики как-то почитать, я тут не перечисляю всякие, да, данные уж точные из табличек каких-то, можете просто перейти по ссылке, там в описании будет на его страницу на Алиэкспрессе. Ну, давайте будем идти по порядку. Сначала я вам объектив покажу, расскажу, как он исполнен, а потом уже мы перейдем непосредственно к разбору картинок. На удивление, не тяжелый объектив получился, при том, что у него корпус весь полностью металлический, и вот это широченное кольцо фокусировки тоже сделано из металла. При этом оно прям, ну, нормально сделано, ничего не люфтит, все очень хорошо, все детали друг к другу подогнаны, крутится абсолютно беззвучно, никаких странных скрежетов не издает, плавно, в любую сторону, потому что оно электронное абсолютно, оно не механическое, конечно же. Корпус сделан прям хорошо,
качественно. Здесь нет влагозащиты, конечно же, байонетное крепление тоже из металла. И здесь, как и на предыдущих моделях у TT Artisan, здесь также вот есть контакты на крышечке. Крышечка такая необычная, она как док-станция. У нее есть разъем USB Type-C для того, чтобы скачивать новые прошивки. Диаметр светофильтра здесь 52 мм. Ну и очень отрадно видеть для такого фокусного расстояния в эквиваленте. То есть, ну, здесь это 56 мм, в эквиваленте получается 85 мм, что все-таки минимальная дистанция фокусировки 0,5 метра. То есть, ну, полметра. Это для такого фокусного уже очень и очень неплохо. Также в комплекте, как и у предыдущего объектива из этой вот серии автофокусных стекол, у 35-1.8, здесь тоже идет такая вот прикольная, красивая бленда. Мне она прям нравится тоже, кстати говоря, из металла. Очень плотненько, хорошо встает, ничего нигде не трясется, не скрипит. С квадратным таким вырезом. Очень даже секси смотрится. Ну и начнем сразу же с того, что было слабовато у предыдущего объектива из этой серии. И проблемки там были с резкостью по краям. То есть центр там, в принципе, почти всегда был окей. Но чем дальше от центра у тебя ты картинку начал разглядывать, тем там сильнее была какая-то паршивая детализация, мыльцо, мягко говоря. Но вот здесь, как оказалось, все прекрасно даже уже на открытой. Я вот вышел прогуляться как-то в довольно пасмурное утро, зимнее, то есть освещение было так себе. И пошел поснимать всякие какие-то ветки, разруху, ржавчину, ну, в общем, всякую такую хренотень, не особо важную, но которая хорошо показывает, ну, как у тебя там вообще с детализацией, потому что там много, собственно, мелких деталей каких-то. Ну и так как было достаточно темно, в Питере вообще мы такие бродим тут все время в бесконечных каких-то сумерках всю зиму, как какие-то слепые кроты. В общем, чтобы оставаться в рамках адекватной выдержки, камера Fujifilm, на которой я его использовал, у нее не было стабилизатора матричного, это XM1 древний. В общем, пришлось мне открыть диафрагму до f2.8, и я был, ну, прям реально очень приятно удивлен, потому что даже на дырке f2.8 этот объектив показывал прекрасные результаты, никаких хроматических аберраций там в ветках нет, все с резкостью нормально, каждая там веточка, каждая какая-то там херовинка мелкая, все прорисовано, ну прям отлично. И с хроматическими операциями действительно все очень хорошо, потому что они есть только на максимально открытой диафрагме и только по самым там уж краям. Ну, на открытой дырке прям на 1.8 я тоже поснимал, и, ну, картинка довольно-таки чистенькая. Ну, не совсем прям идеальная, но, в общем, там все хорошо. Несравненно лучше посчитано стекло, чем вот предыдущий их объектив 35-1.8. Тут они действительно прям постарались. Резкость, ну, просто шикарная. Она ничем не хуже, чем у каких-то более дорогих китайских объективов или дорогих каких-то более объективов сторонних просто производителей, типа Sigma. Ну, то есть, если мы сравниваем Sigma 56-1.4, Viltrox 56-1.4 на дырке f1.8 и этот объектив, то он вообще им, в принципе, особо не уступает. Я думаю, даже, может быть, даже лучше, может быть, каких-то из них. Я их прям в лоб-лоб, к сожалению, не сравнил, наверное, зря. Но, в общем, он прям вот на этом же уровне, он прям хорош. Ну, еще также мне показалось приятным то, что объектив фокусируется хоть и с такого же расстояния, как и недавний вот этот 35-1.8, но все-таки здесь уже в эквиваленте получается фокусное расстояние 85 мм, что уже такое ближнее телеположение. И, ну, то есть, соответственно, у тебя объекты все-таки
более близко к тебе находится в кадре. И здесь те же самые 60 сантиметров минимальная дистанция фокусировки, но это уже прям позволяет тебе снимать что-то с очень близкого расстояния, и это прям приятно, хорошую картиночку можно какого-то отдельного объекта, выделенного от всего остального, бокешкой подснять, к примеру. Ну и опять же, резкость даже на открытой очень хорошая, и бокешка очень такая мягенькая, растушеванная, приятная. Ну, портретов я на него не поснимал, как я уже в начале ролика говорил, но несколько вот фото, чисто для примера, я сделал модели, когда мы шли с ней уже после того, как мы отсняли серию нюдсов там в студии, потом просто шли через подземный переход и там свои дела, в общем, делали. Просто для примера, вот случайные, ничем как бы не обоснованные спонтанные фотографии с девушкой, вот, пожалуйста. Ну, а так, на самом деле, этот объектив 56 мм мне больше пригодился для подсъема какой-то мелочи, каких-то объектов, которые нужно было бы мне выделить от какого-то целого чего-то. Ну, то есть, как второй объектив, он мне прям очень хорошо пригодился, зашел более чем. Фокус объектива работает также замечательно. Я вообще попробовал его на самых разных тушках. Он довольно шустро фокусируется, наводится и на старых камерах, у которых только контрастный метод фокусировки, и на более современных камерах с гибридной системой фокусировки. Я его также попробовал на Fujifilm X-S20, актуальная камера. И звуков при фокусировке никаких особо не слышно. Ну, разве что уж совсем в полнейшей тишине можно услышать, может быть, какие-то легкие щелчки. Но я от этого, в общем, не страдал. Ну и финализируя, могу сказать, что мне TT Artisan 56 мм f1.8 понравился, и он очень даже хорош, даже без каких-то оговорок о цене. А цена тут вообще смешная, 150 баксов это реально смехотворно. Вот такой объектив, я считаю, что можно смело покупать и кайфовать, потому что и по кошельку он не бьет, и при этом картинку выдает вполне себе на хорошем уровне. И вот недавно как раз еще появился у Viltrox объектив, который мог бы с ним, наверное, конкурировать, он даже чуть дешевле, но там материалы, конечно, попроще. Сейчас просто недавно Viltrox выпустил 56 мм f1.7, он сделан, конечно, из пластика, и по тому, какая там картинка, я судить не могу, потому что я его в руках еще не держал. Вот его мне тоже было бы интересно потестировать. Ну, надеюсь, что или Viltrox мне пришлет, не знаю, если они там вообще смотрят, конечно, мои видосы, хотя я там их постоянно воспеваю тоже. Ну, или самому придется, возможно, купить. Просто у меня есть вот 56 мм f1.4 от Viltrox, на который вот сейчас видео записывается, и рабочая диафрагма там начинается все-таки с f2 где-то примерно, потому что все, что меньше, там и хроматических аберраций полно, и каких-то других косяков. Вот на F2 он нормально себя ведет. И какой смысл мне, собственно, им владеть, если я все равно на F2 большую часть картинок снимаю, мне не совсем понятно, поэтому, возможно, есть смысл перейти на какой-то, более дешевый вариант. Короче, я могу смело рекомендовать этот TT Artisan к покупке, смело можете его брать, никаких огорчений с ним, я думаю, у вас не будет. Он, в общем, заебись. Но я надеюсь, что мой обзор окажется для вас полезен. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте обязательно лайки для того, чтобы ютубчик меня лучше продвигал. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете про вот эти новые все китайские объективы. Их огромное просто количество появляется. Почти что все уже обзавелись автофокусом. Сейчас уже не только мануальными какими-то объективами заполнен рынок. Ну и китайские объективы становятся все круче по исполнению, круче оптически, и при этом продолжают оставаться в рамках вполне себе адекватных цен. Это довольно интересная ситуация. Они очень неплохо конкурировать могут и уже с Сигмами и Тамронами, в общем-то, во всех системах. Ну, а я, как обычно, желаю вам хороших снимков и до новых встреч. Пока.